Привет, друзья! Сегодня в выпуске сразу несколько важных событий, которые могут повлиять на Европу и мир. Польша ночью зафиксировали нарушение воздушного пространства, и НАТО уже подключилось к обсуждению ситуации. На мировых рынках эксперты следят за так называемым пузырем всего, который может изменить ситуацию с инвестициями и ценами. В Европе обсуждают новые правила для соцсетей и защиту детей, а Германия готовит масштабные налоговые реформы для ресторанов, работников и пенсионеров. И еще крупные события в мировой бизнес-среде и автомобильной промышленности. Оставайтесь до конца, чтобы узнать подробности каждой новости, и не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе всех ключевых самых последних событий. Итак, в Польше произошел серьезный инцидент. В ночное время несколько дронов проникли в воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это превысило все допустимые границы, и правительство решительно ответило: воздушным силам было приказано сбить машины нарушителей. В ответ на эту ситуацию Польша обратилась к своим союзникам НАТО с просьбой о консультациях. Обоснование – это активизация статьи номер 4 Североатлантического договора, которая предусматривает обсуждение с партнерами любых угроз, нарушающих территориальную целостность, политическую независимость или безопасность государства. Именно эта статья срабатывает, когда страна-член НАТО ощущает внешнее давление или угрозу. Дональд Туск подчеркнул, что Польша ожидает от союзника более активной поддержки в защите своего воздушного пространства. Это обращение свидетельствует о серьезности ситуации, но при этом не приводит автоматически к применению обороны статьи 5. Тем не менее, консультации, вероятно, приведут к усилению воздушного патрулирования и военизированных мер в регионе для сдерживания внезапных угроз. А дальше очень важная новость. Мировые финансовые рынки стоят на пороге опасности, и этому есть четкое название – пузырь всего. Речь идет о синхронном перегретом росте цен на акции, недвижимость, облигации и даже криптовалюту, которая подпитывается беспрецедентными низкими процентными ставками и масштабным выкупом активов центральными банками в Соединенных Штатах Америки, Европе и Японии. Аналитик Альберт Эдвардс предупреждает: сентябрь может стать моментом истины для финансового рынка. Из-за исторически выросшей мировой государственной долговой нагрузки рынки выглядят хрупкими, и потенциальный обвал вообще не за горами. Особенно тревожит ситуация в Японии. Долги превышают 235% ВВП, один из самых высоких показателей в мире. История уже знает риск сентябрьского синдрома. В 1929 году рынок обвалился именно в сентябре. В 2001 году произошел спад после трагических событий, а в 2008 году после краха Lehman Brothers. Теперь и в 2025 году сентябрь может оказаться месяцем серьезных испытаний для финансовых рынков. И это еще не все. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой установить возрастной порог для пользователей социальных сетей в странах Европейского Союза. Во время своего выступления в Европарламенте в Страсбурге она объявила о создании экспертной группы, которая до конца этого года подготовит рекомендации по внедрению подобных ограничений. Политик сравнила потенциальные ограничения для социальных сетей с уже существующими правилами для табака и алкоголя, напомнив, цитата: «В свое время общество учило детей, что до определенного возраста нельзя курить и пить. Пришло время применить то же правило к социальным сетям». Она подчеркнула, что многие родители обеспокоены доступом детей к сети, возможной зависимостью и воздействием алгоритмов, и что Европа в таких вопросах доверяет именно родителям, а не прибыли платформ. В качестве примера фон дер Ляйен привела Австралию, где уже введен запрет на использование соцсетей пользователями младше 16 лет. В Германии результаты опроса показывают сильную поддержку этой инициативы. Внимание! Более 70% респондентов высказались за установление минимального возраста для доступа к соцсетям. При этом 57% считают допустимый порог в 16 лет, а 16% даже в 18 лет. Немецкие политики разделились во мнениях. Семейный министр Стефани Хубик от социал-демократической партии Германии СДПГ и председатель партии «Зеленых» Франциска Бранднер высказались за установление возрастного ограничения. В то же время лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер выразил опасение, что запрет лишь разожжет интерес подростков к соцсетям. Таким образом, Еврокомиссия предлагает подойти к вопросу комплексно с учетом международного опыта, поддержки мнений общественности и рекомендаций экспертов, чтобы обеспечить безопасность детей в цифровом пространстве.
И еще одна важная новость об экономике Германии. В Германии федеральное правительство под руководством, вы знаете, канцлера Фридриха Мерца намерено начать с 2026 года новые меры налогового облегчения. Среди ключевых инициатив это постоянное снижение ставки налога на питание в ресторанах и расширение компенсации расходов для работающих, которые делают длинные поездки на работу. Согласно планам, ставка НДС на еду в заведениях общественного питания снизится, внимание, с 19 до 7%, что должно облегчить жизнь владельцам кафе, ресторанов и их посетителям. Также предусматривается компенсация за поездку на работу. Начиная с первой пройденной стадии, ставка составит 38 центов за километр, тогда как на сегодня первые 20 километров по 30 центов, а последующие по 38. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Это позволит многим сотрудникам сэкономить до 150 евро в год на налогах. Дополнительно планируется значительное снижение расходов на энергию, как для предприятий, так и для населения. Проект включает отмену сбора за хранение газа, снижение сетевых тарифов и снижение налога на электричество для промышленности до уровня среднего показателя по Европейскому Союзу. Это даст отрезвляющий эффект и снизит финансовую нагрузку на бизнес и домохозяйство. Кроме того, вводится активная пенсия, то есть пенсионеры, продолжающие работать, смогут зарабатывать до 2000 евро в месяц без уплаты налогов. Важный шаг гибкой поддержки пожилых специалистов и стимулированию участия в экономике. Германия движется к значительным налоговым реформам, которые затрагивают рестораны, работников, пенсионеров и энергопотребителей. Эти меры должны стать ощутимым облегчением для бюджета многих семей и бизнесов уже с конца следующего года. Но давайте посмотрим на новости автомобильной промышленности в Германии. К 2030 году в немецкой автомобильной отрасли может быть сокращено, внимание, до 90 тысяч рабочих мест. С 2019 года уже исчезли, я вам рассказывал, 55 тысяч позиций, и по прогнозам Института немецкой экономики ситуация продолжит ухудшаться. В частности, до конца 2025 года ожидается потеря еще 18 тысяч рабочих мест. Сейчас в автомобильной отрасли, напомню, в Германии трудятся около 1,2 миллиона человек, однако в перспективных областях, таких как электрификация, автоматизация и цифровизация, занято лишь 182 тысячи человек. Это указывает на сложность перехода к новым технологиям и необходимость адаптации рабочей силы. Основными причинами сокращения рабочих мест являются снижение спроса на автомобили в Китае, введение тарифов в Соединенных Штатах Америки и сложный переход к электромобилям. Эти факторы приводят к снижению прибыли и вынуждают компании оптимизировать свои расходы. В ответ на вызовы председатель Христианско-социального союза ХСС Маркус Зёдер предложил 10-ступенчатый план по поддержке автомобильной отрасли. Он подчеркнул, что автомобильная промышленность является ключевой для экономики страны, и без ее поддержки возможен глубокий экономический спад. Однако эксперт по автомобилестроению считает предложенные меры скорее сборником идей, чем конкретных планов действий. Он отметил, что план не учитывает необходимости ускоренной адаптации к новым технологиям и изменениям на рынке. Таким образом, немецкая автомобильная отрасль сталкивается с серьезными вызовами, требующими комплексных и оперативных решений для сохранения рабочих мест и конкурентоспособности на мировом рынке. А дальше интересная новость. В Китае молодой предприниматель Ван Нин стал одной из самых знаменитых фигур в мире бизнеса. 38 лет. Он уже входит в число миллиардеров страны с состоянием около 27,5 миллиардов долларов. Ван Нин прославился как глава компании PopMart, которая занимается производством коллекционных игрушек и фигурок, ставших популярными не только в Китае, но и за его пределами. Особенность Ван Ниня в том, что он не стремится к показной роскоши. Вместо этого он инвестирует средства в развитие бизнеса, расширение производства и маркетинговые кампании, благодаря которым его компания продолжает стремительно расти. Кроме того, он активно поддерживает искусство и культуру, финансирует школы и театры, а также помогает людям с ограниченными возможностями находить работу. Эксперты считают, что успех Ван Ниня – это пример того, как умелый маркетинг и внимание к деталям могут привести к огромным результатам даже в молодой компании. Сегодня его имя стало синонимом предпринимательской энергии и современного подхода к бизнесу в Китае. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.